России начались антиеврейские погромы. Израильские танки уже в секторе Газа, а ВСРФ в Крыму атаковали. Обо всем этом не только расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. Масштабный пожар на складах вспыхнул в российском Ижевске. Огонь тушили 7 часов. Израильские танки вошли на окраину города Газа и перерезали ключевую дорогу с севера на юг. Это указание армии обороны Израиля с тем, чтобы минимизировать потери. Этим утром Россия атаковала Одесскую область и, вероятно, попала по местному судоремонтному заводу. Не забудьте поставить лайк этому видео. Ваша активность говорит YouTube о том, что мы вам интересны. Это очень помогает продвижению наших роликов. Больше вашей активности, больше людей узнают правду. Перейдем к новостям. Около 3 часов ночи был атакован ракетно-зенитный полк ПВО России недалеко от села Оленевка. В результате 17 оккупантов были ранены, повреждены 5 автомобилей, сообщает телеграм-канал «Астра». И в Украине идет война, спровоцированная как раз страной-агрессором, поэтому все законно, все логично. Взрывы будут слышны, будут раздаваться и будет демонстрироваться соответствующая работа защитных систем, как систем противовоздушной обороны. Мы продолжаем сезон бавовны, так называемый, и теплая погода, которая установилась на южных регионах, она этому способствует. В Севастополе ночью тоже было не очень спокойно. В российских пабликах пишут, что якобы 2 безэкипажных катера атаковали порт. По словам телеграм-канала «База», один из катеров был уничтожен, а второй развернулся и уплыл. По данным базы, катеры обнаружили в акватории Черного моря около 3:30 ночи на удалении 8 километров от Севастополя. По надводным беспилотникам открыли огонь. В один из них попали и затопили. Второй развернулся и уплыл в неизвестном направлении. В России открыта охота на евреев. Такими заголовками пестрят мировые СМИ после погрома в аэропорту Махачкалы. Более 20 человек пострадало, более 60 задержано. Во время беспорядков погромщики разграбили магазины. По словам местного главы, призывы выходить на массовые акции публиковали предатели и бандеровцы, передает The Moscow Times. Получили абсолютно достоверную открытую информацию о том, что канал «Утро Дагестана» администрируется, регулируется с территории Украины предателями, бандеровцами, теми, кто ненавидит святые для нас традиционные вещи. По заявлению местных СМИ пострадало 9 сотрудников полиции, 2 из них находятся в больнице. По данным базы, в беспорядках участвовали около 1500 человек. Аэропорт, как утверждается, полностью находится под контролем органов правопорядка. Дагестан достаточно сложная территория, и мы знаем, что в Дагестане уже были протесты разного толка, да, в том числе, вы помните, были протесты против мобилизации. Да. И вот эта энергия, которая существует, протестная энергия, она сейчас достаточно умело направлена против евреев в антисемитском таком русле, то есть канализирована. И здесь мы видим, что вполне возможно, можем предположить, что, собственно, то, что здесь произошло, это такое некое вирусное действие, направленное не только на народы Северного Кавказа, а скорее всего направлено на Ближний Восток. Глава Дагестана, в свою очередь, предложил задержанным в аэропорту отправиться в зону так называемой СВО, чтобы отмыться от позора. Дагестан и на Кавказе, и на территории всей нашей России, а может быть и шире, всегда был оплотом дружбы. Подобного инцидента не произошло и в республиках Поволжья, и в других, где проживает большое число мусульман и выражают поддержку палестинцам, но выражают достойно. И только у нас в Дагестане в очередной раз мы показали недостойное поведение наших земляков. Их немного, но тем не менее, оценку дают сегодня Дагестану. По словам Пескова, события в Махачкале – результат вмешательства извне, включая информационное воздействие. Также стало известно, что Путин проведет совещание, чтобы обсудить попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества. Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, от главы республики Сергея Меликова. Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, гибель людей, детей,
стариков, медиков, других. Конечно же, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией. Масштабный пожар на складах вспыхнул в российском Ижевске 29 октября. Огонь тушили 7 часов. Что было на этих складах, на момент записи выпуска неизвестно. Израильские танки вошли на окраину города Газа и перерезали ключевую дорогу с севера на юг, пишет издание The Times of Israel. شايفها صور 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 الله يستر راح الزلمه الله يستر مشت Сахал взял под контроль до 7 километров на севере сектора Газа, сообщает военный эксперт Бильд Юлиан Репке, анализируя кадры с места событий. По его оценке, в анклав вошли десятки единиц бронетехники. Мы можем исходить из того, что сейчас на севере сектора Газа участок в 6-7 квадратных километров находится под израильским контролем. За последние дни, по информации армейской пресс-службы, нанесены удары по более чем 600 военным объектам Хамас в анклаве. Были убиты десятки террористов, некоторые из них те, кто вылезают из туннелей, из бункеров, они убиваются в ближнем бою. Пока, на наше счастье, у Израиля нет потерь. Были уничтожены террористы также и на других объектах на берегу моря, на КПП «Эрез» и в других объектах сектора Газы. Продолжаются удары по инфраструктуре Хамаса. Более 400 целей поражены. Южные регионы сектора Газы не поражаются, потому что туда уходят, эвакуируются жители северных районов города Газы с тем, чтобы освободить место для армии обороны Израиля с целью уничтожения укрепленных районов, которые находятся под этими регионами. Напомню, что это указание армии обороны Израиля с тем, чтобы минимизировать потери. Этим утром Россия атаковала Одесскую область и, вероятно, попала по местному судоремонтному заводу ракетой «Оникс». В результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели. Повреждены административные здания и техника предприятия, сообщает издание «Думская». По словам главы областной военной администрации, пострадало 2 человека. Пострадали 2 человека – мужчину 1961 года рождения и женщину 1966 года рождения в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В Украине планируют запустить смарт-мобилизацию, которая позволит гражданам самостоятельно выбирать специализацию, на которую они желают мобилизоваться, заявил Михаил Федоров. Мы сейчас работаем над пилотом. Я думаю, через месяц-два мы его запустим. Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов или вообще служить в роте ударных дронов. Это может быть сапер, водитель, все должности будут. Человек сможет посмотреть, что это вообще за подразделение, рота, какие обязательства, какие там у тебя есть риски и как ты там будешь учиться. Одновременно с этим министр опроверг, что повестки будут приходить в приложение Dia на смартфон. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие, жду ваших комментариев и лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда оставаться в информационной повестке. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал. До встречи в следующих выпусках.